Коля стальной шпалеры втыкаем в почву на глубину 20-25 сантиметров. В качестве опор мы используем старую стальную проволоку диаметром от 5 до 7 мм. Проволока не закаленная. Как правило, такой проволокой раньше привязывали столбы электроснабжения к бетонным или металлическим опорам. Основной опорный каркас состоит у нас из двойных колев, сложенных в форме перевернутой латинской буквы В. Такие опоры мы ставим через каждый погонный метр грядки. Для связывания металлических опор используем тонкую джутовую веревочку шпагат. Ее достоинство в том, что она из растительных материалов. И когда осенью убираем опоры, срезаем веревку, просто бросаем на поверхность почвы, ее потом можно перекапывать. Она перегниет. Для жесткости всей будущей шпалеры в направлении вдоль грядки в конце грядки связываем вместе сразу по 4 опорных кола. Дальше соединяем, связываем горизонтальными проволоками верхние части всех вертикальных опор в единую целостную конструкцию. В нашем жарком климате шпалера в форме домика дает преимущество по сравнению с вертикальными рядами. Лучше удерживается прохладный воздух вблизи кустов, цветочная пыльца реже перегревается и меньше осыпаются цветы и плодовые завязи. Растения меньше болеют грибными заболеваниями благодаря вентиляции, характерной для выращивания с подвязыванием на шпалере. На этом же этапе попутно следим, чтобы каркас получался достаточно ровным вдоль оси грядки. Убираем парниковые дуги, которые специально оставляли для ориентира при установке вертикальных опор. Выдернутые парниковые дуги пригодятся нам для формирования первого горизонтального ряда для подвязывания помидоров. На следующий второй ряд мы формируем горизонтальной проволокой, которую привязываем примерно посередине между рядом из парниковых дуг и самым верхним рядом шпалеры. Всего у нас получается 3 горизонтальных ряда, к которым можно привязать растения. Расстояние между горизонтальными рядами шпалеры в нашем случае примерно от 30 до 40 сантиметров. Обратите внимание, в местах связывания опор шпалеры мы по возможности специально оставляем достаточно длинные концы джутовой веревочки. Эти концы веревочек пригодятся в будущем для подвязывания растений. Одновременно с подвязыванием мы проводим и посынкование томатов. Низкорослые сверхранние помидоры мы не подвязываем и не посынкуем. А у высокорослых томатов, помимо центрального стебля, мы оставляем от 1 до 3 нижних пасынков для формирования томатных растений в 2-4 стебля. Эти основные стебли мы в итоге и подвязываем. При подвязывании веревочку скрещиваем для формирования петли в виде восьмерки, чтобы напротив узлов проволока меньше царапала стебли растений. Удаляя пасынки, стараемся их не дергать, а по возможности прищипываем так, чтобы оставался пенек. Так меньше опасность повторного роста пасынков из того же места. При подвязывании веревочку проводим под междуузлами, чтобы получалось притянуть растение к шпалере без проскальзывания вдоль стебля. Веревочные петли формируем достаточно широкими, чтобы стебли не прижимались друг к другу и чтобы в петлях оставался простор для разрастания стеблей по толщине. После завязывания двойных узлов оставляем длинные концы, чтобы позднее подвязать стебли, которые сейчас еще не доросли до проволоки. Первое подвязывание сделано. Помидоры почти доверху шпалеры дошли. Сверхранние тут уже, уже краснеют есть. Буреют. Вполне собирать уже можно. Да, помидоры там есть. Да, и эти вяжутся. Есть уже и довольно немаленькие помидоры такие в нижнем ярусе. Вполне уже такие завязи. Но им, конечно, еще спеть и спеть. Ну и наглядно видно здесь вот схема посадки. Несколько раз гуще, чем там. И вот при такой высоте они полностью закрыли зато почву от солнца, от жары от нашей. Ну а те подвяжем
и они тоже хорошо все затеняют. Причем за счет наклона шпалеры сюда, в эту сторону, внутри в итоге будет земля защищена от солнца. Ну а сбоку света хватит. Конечно, в более прохладных регионах, возможно, стоило бы вертикально ставить, чтобы освещалось со всех сторон. Но у нас другие условия. Приспосабливаемся. Подвязкой и посынкованием занимаемся без фанатизма. Сейчас вот можно пройтись еще разок. Это всего лишь второй раз будет. Обычно нам за сезон хватает 2-3 подвязывания. Пока ничего особо в сторону не разваливается. То есть занимаемся этим постольку. Когда явно уже начинают отклоняться. Вот как сейчас, например, видно, что немного в бок растения идут. Вот начнут валиться, если ветер будет. Здесь вот, к примеру, под тяжестью помидоров уже ветка в сторону пошла, так что надо все это обратно к шпалере туда присандолить. Но если бы тут подвязано не было, оно бы все уже под тяжестью пошло бы, потому что кругом уже помидоры тут висят уже до высоты середины бедра практически. Помидоры нарастают. Вот это вот вторая проволока. Нормально помидоров навязалась. Сверхранние потихоньку подъедаем. Мы обычно не допускаем полного созревания на кустах, чтобы урожайность была повыше в итоге. На подходе уже более серьезные помидорчики. И помидор в этом году достаточно много. Хотя наши родственники и друзья жалуются, что у них мало. Вот так вот. Упс. Так, 8-очку одну тут, 8-очку вторую. Вот эти сюда. И сюда кучу туда вот так вот. Упс. Когда полуметр над землей вот такая масса висит. И, конечно, оно валиться будет. Например, хорошо ярусы просматриваются. Один ярус идет с плодами, второй ярус идет с плодами, третьи вот уже пошли. Так что процесс идет. Конечно, в этот раз пасынки удаляем все, поскольку формирование основных стеблей уже не нужно. Несмотря на то, что достаточно жаркие дни были, но помидоров все равно навязалось достаточно. В нижнем ярусе так прям вообще капитальные такие есть. Грозди уже висят. И сзади там еще видно, просматривается. Все на первый план не выходит. Некоторые крупники уже и поспевающие есть. Такое вот уже можно бы и снять. Куда ты делся? Такой вот мы уже срываем. Пускай дозревает у нас в жилье уже. Итого, с помощью посынкования мы формируем высокорослые томаты в несколько стеблей для регулирования их высоты и густоты, а также избавляем растения от избыточного затенения и делаем так, чтобы плоды росли более крупными. А подвязыванием создаем хорошую вентиляцию для защиты от заболеваний и сохраняем плоды от повреждения почвенными вредителями. Напоминаем, что при температуре выше плюс 25 градусов Цельсия цветочная пыльца томатов становится стерильной. Плоды не образуются, цветы и завязи осыпаются.
А у нас воздух может нагреваться и выше плюс 50 градусов Цельсия. При этом томаты светолюбивые растения, и затеняющие сетки нежелательны. Поэтому мы и создаем необходимый баланс между хорошей освещенностью растений и тенью вблизи высокорослых кустов томатов с помощью шпалеры специальной формы и пасынкованием. Сейчас приходится помидоры собирать буквально каждые 3-4 дня, потому что жарко, спеют быстро. Вот, очередной заход. И уже на этой неделе собирали недавно столько же. Подвязываний и посынкований всего 2 захода было вот на вот эту грядку. Сейчас уже середина августа. Ну и по факту получается, что сейчас подвязывать уже больше и не придется, скорее всего, потому что они уже все равно не упадут, даже если отогнутся. Ну, повиснут просто до земли, да и все. Ну а пасынков уже как-то явно меньше растет, уже даже при втором подвязывании пасынков очень мало было. Буквально через некоторое время вот уже старая партия, все красные. Еще одну партию собрали, тоже дозревают. Ну, семена, которые собирали, все уже все готово, можно семена выковыривать. Все довольно быстро происходит.